Привет, друзья! В этом видео я покажу мои очередные эксперименты с эпоксидной смолой. Я делаю дом-фонарик. Я использую запекаемую полимерную глину цернит цвет капкейк. В этом видео я буду делать дом, который будет похож на дом-леденец. Основу буду делать и запекать на стекле. На пласте глины делаю текстуру с помощью щеточки. Беру катеры, которые напечатаны на 3D принтере моей коллегой Юлией. Катеры можно купить. Ссылку для заказа я оставлю в описании. Если вы не можете купить катеры, используйте мои эскизы, которые я опубликовала в ленте сообщества. Вам нужно лишь потратить ваше время на поиск. Мои эскизы находятся в открытом доступе. Лезвием делаю окошки. Уже в процессе я поняла, что перегородки нужно было делать более узкими, чтобы домик смотрелся изящнее. И нужно было сделать побольше окошек. Эти основы запекаю при температуре 125-130 градусов 15 минут. Чтобы сделать цветные окошки, беру сухую пастель, ультрафиолетовую смолу и специальную лампу. Крашу пастель разных цветов. И подкрашиваю смолу. Хорошенько размешиваю. Смолу надо подкрасить совсем чуть-чуть. Обратите внимание, что я добавила много розовой пастели, поэтому эти окошки у меня получились не совсем прозрачные. Теперь я использую лампу, чтобы застыла смола. И мне понадобился почти час, чтобы окошки застыли. У меня лампа совсем не мощная. Теперь я буду склеивать все части домика с помощью суперклея. С этим клеем я запекаю домик, с ним ничего не происходит, склеивает он очень хорошо.
3 года назад друзья подарили мне такой фонарик на батарейках. Этот фонарик будет внутри домика. Делаю основу для домика. Тоже щеточкой текстуру и вырезаю катером. Намечаю место, где будет домик, и слегка надавливаю. В качестве глазури использую жидкую полимерную глину скальпей и акриловую краску. Наношу по краям основы. Делаю отпечаток фонарика, за счет этого он будет держаться лучше в домике. И начинаю наносить глазурь по краям крыши. Важно, чтобы глазурь не была жидкой, чтобы она не стекала в процессе нанесения и запекания. Запекаю основу и домик 20 минут. Домик готов, теперь можно вставить фонарик. Фонарик мигает разными цветами и разной скоростью. Мне кажется, получилось очень даже празднично. Вот такой мой новый эксперимент со смолой. После этого видео я заказала себе мощную лампу и другую смолу. Результаты будут в следующих видео. Спасибо за ваше внимание. Если у вас есть вопросы или мысли, пишите в комментариях. И, конечно, до новых встреч. Всем пока!